Недавно в нашей игре появился новый режим Enchanted Forest, который дословно переводится как «Зачарованный лес», а если совсем по-простому, то это местный режим королевской битвы. Я, как в прошлом любитель такой королевской битвы, как PUBG Mobile, просто не мог оставить этот режим без внимания. А знаете, что еще трудно оставить без внимания? Быстрый и безопасный способ пополнить печати по самым выгодным ценам на сайте donatov.net. Моментальная доставка, более 2500 положительных отзывов, а также накопительная система бонусов за покупки и самые низкие цены на рынке. Пополнение игровой валюты происходит через ID вашего аккаунта, что и позволяет быстро и безопасно осуществить покупку. Для каждого товара на сайте расписана подробная инструкция по активации, а поддержка всегда готова прийти на помощь с любой проблемой. А при регистрации по моей ссылке вы получите купон, который даст вам скидку на первую покупку. Проблемы с пополнением уже в прошлом, ведь с donatov.net донат есть. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. Начать хочется с того, что Enchanted Forest это по-своему уникальная королевская битва. Разработчики постарались привнести в жанр нечто новое, вдохновившись атмосферой и механиками самой Identity V, с ее неповторимым стилем и особыми способностями у персонажей. Конечно, отчасти это было сделано в угоду возрастному рейтингу игры и специфической цензуре, так скажем, в Китае, где, к примеру, X-Boy, то есть мальчик с топором, уже как 5 лет бегает не с топором, а с топороподобными корнями. Поэтому в нашей королевской битве привычное оружие жанра превратилось в сказочные водяные изделия, отдаленно напоминающие классические виды вооружений из других игр. Подробнее о них я расскажу чуточку позже, а пока об основных правилах игры. В матче принимает участие сразу 16 игроков, разбитых на 8 команд по 2 человека. Забегая наперед, скажу, что это рекордное количество игроков в одном матче, поэтому из-за трудностей реализации такого количества игроков на смартфонах, разработчиками был принят строгий радиус обнаружения игроков друг другом. Я бы не сказал, что это большой минус для режима, поскольку в самом начале игры вам с большей долей вероятности никто не будет мешать собирать необходимые вам ресурсы для дальнейших битв. На моей памяти в самых крупных зарубах мне доводилось видеть чуть ли не 8 человек одновременно, так что не стоит переживать, что вы вовремя кого-то не увидите во время перестрелки. Также для упрощения обнаружения прямиком по центру экрана вам будет отображаться стрелочки с тех сторон, по которым по вам ведется огонь, хотя в нашем случае с тех сторон, по которым по вам льется вода. Цель каждого матча выжить, избегая врагов и расширяющейся дождевой зоны, которая постепенно будет сужаться, делая битвы неизбежными. Ну и разумеется, побеждает та команда, чьи участники остаются последними. Также для победы вам будет достаточно одного выжившего участника. Поэтому чем лучше будет ваш тиммейт и общая с ним командная работа, тем выше будет ваш шанс на победу. Теперь подробнее о самой карте и ее особенностях. За основу была взята карта Darkwoods, а также разные конструкции с других карт. На карте есть множество ландшафтных элементов, влияющих на геймплей. Первое это сундуки, либо же ящики. При помощи них вы можете находить разного рода оружие, усилители и знакомые вам с обычных матчей предметы для самозащиты в критических случаях. К примеру, парфюм, палочки Magician и защита, подобная защите садовки. Второе это костры. Если постоять рядом с союзником у костра, можно получить редкие предметы. Третье это высокая трава. Она скрывает игроков, но если вы атакуете или вас атакуют, то ваше местоположение будет выдано. Невзирая на это, трава является самым лучшим укрытием для того, чтобы восстановить силы или запутать противника. Ну и также, разумеется, в ней можно попросту крысить. Еще на карте разлиты лужи. Они замедляют движение и расходуют выносливость, но ускоряют восстановление зарядов у вашего оружия. Дождевые зоны, они же попросту игровые зоны, подобные каждой игре с королевской битвой. Постепенно расширяется и истощает здоровье игрока. Ход каждого матча разделен на две фазы. Первая это некий пролог, когда убитые игроки могут возрождаться рядом с напарником, однако с каждым возрождением время ожидания увеличивается. Если оба игрока в команде погибают одновременно, для них матч заканчивается.
Вторая фаза – это финал. Возрождение в нем отключено, и любая ошибка может стоить вам поражения. Улучшения. Во время игры можно находить и активировать разного рода улучшения, которые усиливают вашего персонажа. Получить их можно из тех же сундуков, разбросанных по карте, либо из подбитых игроков. Весь список доступных улучшений сейчас у вас перед экраном. Все они по-своему полезны, и чем ближе вы к концу матча, тем более крутыми они становятся в зависимости от выбранного вами оружия. Вот мы плавно перешли уже к самому оружию. В матче вам будет доступно на выбор два типа оружия в быстром доступе и оставшиеся в инвентаре в левом углу экрана. В том же инвентаре вы можете менять местами дополнительные способности, также перетаскивая их в панель быстрого доступа. Оружие и умение им владеть в этом режиме составляет 80% успеха, поэтому вам желательно всегда стараться в начале каждого матча находить то оружие, которое больше всего вам нравится по типу стрельбы и управляемости. Список самого сильного оружия сейчас у вас на экране. Благодаря усилению на количество выстрелов за раз, каждое из представленных ружей становится в несколько раз сильнее первоначальной версии из начала матча. Лично мне больше всего подходит рогатка, выступающая в роли снайперки, и условная лоза, выстреливающая за раз 3 шара с водой в одну точку. Если у вас есть проблемы с прицеливанием, то тогда вам возможно лучше подойдет лоза второго типа, выстреливающая 3 шарами в разные стороны по горизонтали, либо условная лейка, заливающая все под собой, выступая в роли классического огнемета. Все они после улучшений становятся в финале намного сильнее. Также на ход матча будет влиять выбранная вами заранее роль. Роль можно выбрать только перед началом матча, в самом матче изменить ее уже нельзя будет. Все они представлены в виде эмблем 9 различных животных, ну и чтобы не зачитывать особенности каждой из них, перевод сейчас у вас перед экраном. Лично мне больше всех нравится лисица, как животное и как роль в игре. Она обладает увеличенным здоровьем и турелью, которая дает неплохой стабильный урон по врагам, также выручая вас в случае плохого прицеливания. Благодаря ей я не раз добивал противников и помогал тиммейтшам. Из минусов у нее перезарядка порядка 40 секунд, и также противник может разрушить ее за пару выстрелов по ней. Также для простоты выбора вам роли, я сейчас на экран выведу список лучших ролей. Конечно, некоторые из них можно комбинировать, играя в команде с разными ролями. Вот мы, например, так и делали. В заключение по части геймплея хотелось бы посоветовать вам играть в этот режим по связи, координируя действия друг друга для более слаженной игры. Не пренебрегайте ресурсами в начале матча, в особенности оружием и возможности найти ваше любимое оружие, поскольку чем ближе вы к финалу, тем сложнее вам будет это сделать. Ближе к финалу и в финале старайтесь глупо не попасть под шквальный огонь 2, а то и 3 команд по вам. Наоборот, старайтесь выжидать момент, когда противники наиболее уязвимы, чтобы как можно скорее обоих из них отправить в лобби. Не забывайте следить за уровнем здоровья каждого из вас, вовремя его восстанавливать, находясь поодаль ото всех или скрываясь в траве. На этом у меня все. У микрофона был Марокко. Спасибо за просмотр. Не забывайте про полезные ссылочки из описания, такие как ссылка на мой телеграм-канал, где я периодически публикую еще больше полезной информации по игре. Не забудьте подписаться и прожать этому видеоролику лайк, если он вам помог. Хороших вам матчей и до скорых встреч!